Этот ролик для тех, кто только узнал о кето и думает, стоит ли начинать. Может, вам рассказали о нем друзья, и вы не уверены, и наводите справки. Этот ролик для вас. Есть ряд причин, по которым вам стоит начать кето-диету. Одна из таких причин — долгосрочность. Когда вы садитесь на диету, вам стоит подумать о ее перспективах. Многие сходят с диет из-за тяги к разным продуктам. И один из больших плюсов кетогенной диеты в том, что она избавит вас от этой тяги. Если вас не будет ни к чему тянуть, вы сможете сидеть на диете долго. В жизни нас окружает столько соблазнов: хлеб, макароны, каши, печенюшки, тортики и тому подобное. Если вас к ним тянет, эта диета не для вас, вы не продержитесь. Другой важный показатель — дает ли она результат, работает ли она. Да, она работает и дает результат, причем ощутимый. Ведь она исправляет то, из-за чего у вас изначально лишний вес. Лишний вес у людей из-за того, что у них в организме избыток инсулина. Врачи проверяют не уровень этого гормона, а сахар в крови. Если пройти анализ на инсулин натощак, то он будет слишком высоким. Гормон инсулин отвечает за накопление жира. Если в теле есть инсулин, тело жир не сжигает. Так вот, кето-диета исправляет уровень инсулина, так что тело начинает сжигать жир, ускоряется метаболизм и решается проблема застревания на определенном уровне, ниже которого вес не опускается, что бы вы ни делали. Идем далее. Безопасна ли данная диета? Возможно, вы слышали, что на кето-диете едят высокожирную пищу, и она закупоривает сосуды и приводит к сердечному приступу. Однако кето-диета — не высокожирная диета. Причина, по которой она работает, не в высоком содержании жиров, а в снижении углеводов. И я говорю не об овощах, а о сахарах. Есть так называемая грязная кето. Это когда вы едите что угодно, главное, чтобы углеводов было мало. Позвольте пояснить этот момент. Когда вы снижаете потребление углеводов, сахаров, вы понижаете инсулин, приводите в норму его уровень. Польза одного лишь этого огромна. Это выведет жир из вашей печени, избавит вас от внутреннего жира вокруг органов в брюшной полости, и живот станет плоским. Это уменьшит разные воспаления и повысит уровень кислорода. Это невероятно. Вам будет легче дышать. Снижая уровень углеводов, употребляя жир и сжигая жир, вы высвобождаете меньше СО2, и тело обильнее снабжается кислородом. У тех, кто потребляет углеводы, в организме больше СО2, то есть углекислого газа, и меньше кислорода. Так что эта диета хороша хотя бы для насыщения тела кислородом. Спортивные занятия будут эффективнее. Понизится уровень свободных радикалов — это своего рода окисление тканей. Окисление можно сравнить с ржавчиной на машине, но в данном случае ржавеют внутренности. То есть высокоуглеводные диеты в буквальном смысле вызывают ржавление внутри артерий, головного мозга, глаз и почек. Благодаря кето уровень этих разрушительных свободных радикалов снижается. Шестая причина. Улучшается работа клеток головного мозга, умственные способности, внимание, память, концентрация, а также улучшается настроение. Как видите, польза от кето-диеты огромна. Однако, если мы возьмем здоровую версию кето, мы перейдем на новый уровень. Что это значит? Принцип таков: стать здоровым, чтобы худеть, а не худеть, чтобы стать здоровым. Если вы хотите похудеть, чтобы потом стать здоровым, но делаете это нездорово, в итоге вы можете начать выглядеть не очень хорошо, старее. Наверняка вы видели, что некоторые, похудев, плохо выглядят. Однако со здоровой версией кето, худея, вы будете выглядеть хорошо. Здоровая подразумевает получение всех питательных веществ, а также это подразумевает использование высококачественных продуктов. Здоровая кето очень важна для долголетия, а также для того, чтобы не набирать вес. Эти питательные вещества важны для восстановительных процессов в организме. Наше тело строит ткани из качественных материалов, то есть еды, и питательных веществ, которые позволяют этим материалам стать тканями. Следующий вопрос: вкусно ли это? Поймите такую вещь: у любой еды, которая вас тянет, даже если она вредна, есть варианты, приемлемые для кето. Это и пицца, и макароны, и тортики, и печенюшки. Можно есть их адаптированные для кето-версии. Углеводов там мало, а можно насладиться вкусом еды, не потребляя при этом добавленный сахар. И, кстати, если вы еще не знаете, кето означает кетоны, а кетоны — это побочный продукт сжигания жира.
Так что, если хотите худеть, разве не будет разумным сосредоточиться на сжигании жира? Что ж, это и есть суть кето. Это лучший способ похудеть. Если я вас еще не убедил начать кето, позвольте затронуть проблемы других диет. Причина, по которой другие диеты не работают, в том, что они допускают слишком много углеводов, а углеводы мешают вам начать сжигать жир. Если взять показатель уровня сахара в крови, он должен быть 80-85 при сдаче анализов натощак. Этот объем составляет всего 1 чайную ложку сахара во всем вашем теле. А вы в курсе, что средний американец потребляет 31 чайную ложку сахара в день? Вот почему у большинства людей преддиабет и диабет, слишком много углеводов. Другая проблема диет — ингредиенты. Они очень вредны, изоляты соевого белка. Эта еда не натуральна, она портит печень. А еще соя — это ГМО-продукт, то есть в ней есть химикат глифосат. Декстроза, синтетический сахар, ее используют во многих диетах. Тоже с мальтодекстрином, он еще вреднее сахара. Молочные белки, коров кормят ГМО-зерном, соей и кукурузой. Коровы должны пастись на лугу. Также скрытый сахар в диетических коктейлях, во всех батончиках и тому подобное. Еще одна проблема с диетами — они допускают слишком много перекусов между едой. Однако упускают одну очень важную вещь — то, что мы совмещаем с кето, и это интервальное голодание. Вся суть интервального голодания — не следует есть так часто. Это работает не за счет снижения калорий, а за счет снижения частоты. Если не есть так часто, происходит настоящее волшебство. Тело ремонтируется, уменьшается воспаление, начинает восстанавливаться метаболизм, случаются всевозможные чудеса. Именно поэтому мы стараемся совмещать интервальное голодание со здоровым кето. Следующий пункт — белки. Многие диеты высокобелковые с добавленным сахаром, а это просто губительно. Смешивание добавленного сахара с белками приводит к образованию липкой крови. Это называется гликированием. Это своего рода совмещение сахара и белка в одной молекуле. Они скапливаются в клетках, в хрусталике, что приводит к катаракте. Приводят к диабету, Альцгеймеру, вызывают очень много проблем в организме. То же происходит при совмещении сахара и жира. Очень большой плюс кето-диеты в том, что вы потребляете много здоровых жиров, но без сахара. Поэтому побочных эффектов нет. Ладно, последние 2 пункта. Низкожировые диеты недолгосрочны. Ведь вы лишаете тела жирорастворимых витаминов. Да и с интервальным голоданием ничего не выйдет, вам будет постоянно хотеться есть. Тоже с низкокалорийными диетами. Вы не даете телу необходимые нутриенты, а еще интервальное голодание становится практически невозможным. Таким образом, здоровое кето плюс интервальное голодание — это лучший выбор. В описании ссылки на пошаговое описание того, что есть, как и когда. Успехов! Если вам понравилось видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.